Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о наушниках от компании Joy Audio. Модель называется Shine и стоимость сейчас их составляет $79. Наушники поставляются в такой небольшой черной коробке с изображением наушников на лицевой части. Сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает один динамический драйвер и два арматурных излучателя. Но чувствительность наушников составляет 106 дБ, и они получили 31 Ом импеданс. На раскачку они в принципе довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну а здесь нас встречает еще одна такая приятная черная текстурированная коробка, которая вот так открывается. И после этого в этом конверте имеется огромный мануал с руководством по использованию на многих языках. Но что меня больше удивило, то что здесь имеется даже русский язык, причем перевод довольно хороший. Но тут так аккуратно расположились сами наушники. Сейчас их достану. И здесь имеется довольно хороший, богатый, большой комплект различных амбушюр на любой вкус и цвет. Вот так они все выглядят, находятся в таком удобном органайзере. Ну и вот так выглядят сами наушники. Они имеют черно-серый цвет и изготовлены из напечатанной на 3D принтере смолы для внутреннего корпуса и сплава для лицевой панели. Они довольно легкие и приятные, но имеют не самый мой любимый разъем QDC. Он так выпирает. Лучше бы это был обычный 2-пин, немного утопленный в корпус. Так будет даже проще подобрать вам кабель. А их переключатель настройки, или так скажем небольшой эквалайзер, расположен в задней части корпуса рядом с одним акустическим отверстием, которое расположилось на внутренней части наушника. Всего существует 4 вида готовых пресета для тюнинга: классический, поп, рок, хай-фай и стандартный, то есть когда переключатели у наушников остаются нетронутыми. Все, что я сделал, это поднял первый переключатель для усиления басовой области. Все остальные я не трогал. Ну а еще в комплекте здесь идет удобный чехол из искусственной кожи синего цвета на замке, в котором находится такой обычный 8-жильный посеребряный медный кабель с коннекторами QDC и разъемом 3,5,5 джек. Сразу скажу, что кабель немного путается и не самый удобный лично для меня. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому главному, а именно к звучанию этих наушников Joy Audio Shine. Использовал и слушал я эти наушники с ЦАПом Topping G5, все как обычно. Теперь давайте посмотрим график этих наушников. Выглядит он для меня уже знакомо, и что-то подобное, именно такую настройку я уже встречал. Имеется неплохой и уверенный подъем на саббасе, но присутствует ощутимый недостаток мидбаса, а именно чувствуется, что слишком рано происходит его затухание. Но несмотря на все это, у баса есть неплохо выраженный атакующий удар с неплохой и привычной для динамического излучателя скоростью и отличным контролем. Он не просачивается в средний диапазон и буквально остается только там, где он должен быть. На удивление, его разрешение и текстура довольно неплоха, но она не такая прозрачная и четкая, как, например, в наушниках Syngot EA500 из предыдущего обзора. Что касаемо средних частот, то, как по мне, это точно не их козырь. Они немного неправильно сформированы. Вокал ощутимо выдвинут вперед и звучит довольно странно, а инструменты, наоборот, маскируются за ним и не очень хорошо читаются. Как бы они немного размыты в пространстве. Но еще больше меня огорчает то, что вокал звучит не так широко, как должен. И есть ощущение зажатости и нехватки воздуха и прозрачности в этом диапазоне. И мне также не нравится, что очень плохо различаются тембры голоса. Я имею в виду то, что вокал звучит довольно монотонно и закрыто, хоть и бэки вокала довольно хорошо читаются в пространстве. Теперь поговорим о высоких частотах, которые получились
довольно сглаженными и с большим уклоном в музыкальность. Я сразу скажу, что эти наушники точно не про техничность и детальность, уходящую в микродетали, так как видно на графике мы имеем такой большой и очень ощутимый провал в области 10 кГц, который еще более заметен на слух, из-за чего пострадала вся техничность и воздушность высоких частот, которую я так люблю в других наушниках. А что касаемо эффектов реверберации, то они довольно быстро затухают и не такие продолжительные, как это должно быть на самом деле. И, конечно, я должен сказать, что в этом диапазоне есть ощутимый металлический призвук на тарелках, вероятнее всего вызванный арматурным драйвером, который стоит здесь. Что касаемо стереопанорамы и ее проработки, то здесь в целом все довольно стандартно. Сцена по ширине довольно средняя, она такая немного ограниченная, я бы сказал, и уклон больше сделан в проработку ее глубины. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков: Joy Audio Shine — это бюджетные наушники с уже довольно знакомой настройкой, и на самом деле здесь вам будет где разгуляться и попытаться накрутить свой звук в поисках какого-либо чуда. Но определенно эти наушники не бьют никаких рекордов, а скорее всего просто занимают свою должную позицию. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.